Трамп сдал назад. Проект «Свобода» поставлен на паузу. Что это значит? Теперь Иран контролирует Ормуз? Встречал в овальном кабинете детей, но и здесь говорил о войне. Трамп не может обойти тему Ирана. Ситуация в Ормузе накаляется. КСИР грозит американцам. Рубио в ответ говорит, что США защитит пролив. А еще госсекретарь дал ответы на острые вопросы насчет Кубы, Ливана и даже Папы Римского. Трамп готовится к визиту в Китай и называет Си прекрасным парнем. Япония собирается передать самолеты и корабли Филиппинам. Россияне живут без интернета и жалуются, что правительство их не защищает. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Вечером по времени Вашингтона Дональд Трамп, как это обычно бывает, сдал назад. В своей социальной сети Truth Social президент США опубликовал сообщение, в котором говорится об отмене, якобы временной, проекта «Свобода» действий армии США по обеспечению свободного прохода через Ормузский пролив. Сам проект просуществовал чуть больше суток. По просьбе Пакистана и других стран, с учетом огромного военного успеха, которого мы добились в ходе кампании против государства Иран, а также того факта, что был достигнут значительный прогресс на пути к полному и окончательному соглашению с представителями Ирана, мы взаимно договорились, что, хотя блокада останется в полной силе и будет продолжаться, проект «Свобода», движение судов через Ормузский пролив, будет приостановлен на короткий период времени, чтобы посмотреть, удастся ли завершить и подписать соглашение. Президент Дональд Джей Трамп. Дональд Трамп снова жестко высказался об Иране. В овальном кабинете он заявил, что Тегеран фактически уже находится в положении проигравшей стороны и должен поднять белый флаг капитуляции. Им следует махать. Они очень гордые. Может быть, вы не увидите белый флаг. Но по сути это уже то, чем они являются. Им следует махать белым флагом капитуляции. В хоккее говорят «анкл», верно? Когда они собираются кричать «анкл», но и у них есть другое выражение. Если бы это был бой, его бы остановили. Ну, вы узнаете, потому что я дам вам знать. Они знают, что делать, и они знают, чего не делать. Что на самом деле важнее? Знаете, они стреляют с маленьких лодок, с горохострелами. Знаете, горохострел — это маленькая лодка с маленьким... Знаете почему? Потому что у них больше нет никаких лодок. Их флот состоит из... Они называют их маленькими лодками. И они быстрые. Они такие быстрые, что... У них было 8 таких. И все они исчезли. И они быстрые, но они не быстрые, как ракета. Ракета немного быстрее. Они все исчезли. Так что они ищут маленькие лодки, чтобы попытаться конкурировать с нашим великим флотом. У нас флот невероятный. Знаете, мы установили блокаду, как вы очень хорошо знаете. Ни один корабль, пара пыталась, и им выбили двигатель. Когда я решил, что должен сделать это для блага мира, не только Соединенных Штатов, в каком-то смысле у нас было бы меньше проблем, чем во многих других местах. Конечно, Ближний Восток был бы взорван. Ближнего Востока больше бы не было. Они бы получили контроль. Они бы захватили Ближний Восток. Теперь они пытаются выжить, и они не будут успешны, если не заключат сделку. Если они не заключат сделку, они не будут успешны. Они уйдут очень быстро и методично. Поверьте мне, это будет очень легко. Но они не стреляли по кораблям, которые охранялись нами. Я вам это скажу. Мы сбили много ракет. Так что происходит? У нас ситуация, где у нас полный контроль. Как вы знаете, блокада была потрясающей. Она как кусок стали. Никто не собирается бросать вызов блокаде. И я думаю, это работает очень хорошо. Мы посмотрим. Я могу сказать это. Иран хочет заключить сделку. Что мне не нравится в Иране, они говорят со мной с таким большим уважением, а потом выходят на телевидение, они говорят: «Мы не говорили с президентом. Мы не говорили. Я только что говорил с ними. Мы не говорили с президентом». Так что они играют в игры. Но позвольте мне просто сказать вам, они хотят заключить сделку. Им следует сделать умную вещь. Знаете, им следует сделать умную вещь. Потому что мы не хотим заходить и убивать людей. Нет, я не хочу. Это слишком тяжело. Великие люди, я знаю этих людей. У меня так много иранских друзей из Нью-Йорка и из других мест за эти годы. Они великие люди. Я не хочу убивать этих людей. Так что, когда я сделал это, я думал, рынок упадет на 25%. И я думал, что это была отличная сделка. Если бы так произошло, если бы он упал на 25%,
Я был доволен. Я сказал, потому что мы не можем позволить этим людям иметь ядерное оружие, они его используют. Мы не можем. Я также думал, нефть поднимется до 200, 250, может быть, 300. И я знаю, это будет краткосрочно, но я думал, она пойдет вверх. Я посмотрел сегодня, она вроде на 102, и это очень малая цена за избавление от ядерного оружия у людей, которые действительно психически ненормальны. Ситуация вокруг Ормузского пролива стремительно обостряется и одновременно входит в фазу осторожной деэскалации с элементами контроля, давления и переговоров. 4 мая прошел подтвержденный конвой. Среди судов танкер MT CS Anthem, работающий в рамках американской программы Tanker Security Program. Судно сопровождалось военными кораблями США, и по имеющимся данным иранские силы наблюдали за проходом, но не вмешались. Это важный сигнал. Иран демонстрирует выборочную сдержанность, избегая прямого столкновения с военным эскортом. За последние часы подтвержден новый инцидент. По данным Центра координации морской торговли Великобритании, УКМТО, грузовое судно было поражено неизвестным боеприпасом в акватории пролива. Удар зафиксирован, но ни тип оружия, ни точная точка атаки пока не установлены. На этом фоне сохраняется резкое снижение активности американской военной авиации над регионом. Тем не менее, Иран параллельно вводит собственный режим контроля пролива. По данным региональных источников, действует система разрешений. Судовладельцы получают уведомления по электронной почте с официального иранского адреса. Требуется предварительное согласование маршрута и времени прохода. Могут предъявляться требования по идентификации груза, флага и назначения. Отдельные категории судов, в первую очередь связанные с враждебными Ирану государствами, могут подпадать под дополнительные ограничения или запреты. Обсуждается возможность введения сборов за безопасность и навигационное сопровождение. С юридической точки зрения это прямо противоречит принципу свободы транзитного прохода, закрепленному в международном морском праве, но де-факто формирует новый режим контроля. Рынок уже реагирует. Крупнейшие операторы, включая Маэрск, подтверждают, что их суда проходят пролив только под военным сопровождением. Это означает переход к модели конвоев, что резко снижает пропускную способность и увеличивает стоимость логистики. Политическая риторика при этом остается крайне жесткой. В Тегеране звучат прямые предупреждения. Бывший командующий корпуса стражи исламской революции Мохсен Резаи заявил, что в случае эскалации США столкнутся не с Нормандией, а с Табасом. Отсылка к провальной операции «Орлиный коготь» 1980 года. Президент Соединенных Штатов, секретарь войны и председатель Объединенного комитета начальников штабов имеют одну общую черту – они продают свои заблуждения как достижения. Мощные вооруженные силы Ирана стоят готовыми. То, что ждет силы США, не будет Нормандией или Сицилией, это будет больше похоже на Табас. Не предавайтесь иллюзиям. Одновременно Иран отвергает обвинения в атаках на ОАЭ, утверждая, что его действия направлены исключительно против США. Президент Масуд Пезешкиан формулирует позицию предельно четко. Сочетание санкционного давления и требований к переговорам он называет невозможной формулой. Наша проблема в том, что, с одной стороны, Америка проводит политику максимального давления против нашей страны, а с другой стороны, она ожидает, что Иран придет за стол переговоров и подчинится их односторонним требованиям. Такое уравнение невозможно. В регионе усиливается дипломатическая активность. Представители Катара проводят переговоры в Вашингтоне, обсуждая безопасность и координацию. Параллельно, по данным источников, высокопоставленные чиновники из Абу-Даби требуют от США более жесткой линии в отношении Ирана. Госсекретарь США Марко Рубио говорит, что в Ормузском проливе погибли как минимум 10 гражданских моряков. Вашингтон заявляет, США будет защищать коммерческое судоходство. Если говорить откровенно, это невинные сторонние люди. Это страны и суда и так далее, которые не имеют никакого отношения ко всему этому и тем не менее оказываются втянутыми в это и фактически становятся заложниками лишь потому, что Иран может это делать, точно так же, как режим жестоко уничтожил десятки тысяч своих собственных граждан за преступления мирного протеста, потому что они недовольны качеством жизни или его отсутствием в сегодняшнем Иране, и поэтому они легкая добыча, они изолированы, они голодают, они уязвимы, и по меньшей мере 10 моряков уже погибли в результате этого, гражданских моряков. И уже многие страны частным образом, и некоторые публично, обратились к Соединенным Штатам с просьбой помочь освободить их суда и восстановить свободу навигации в Ормузском проливе, этой критически важной артерии мировой торговли. Это не наступательная операция, это оборонительная операция. И это означает очень простую вещь. Мы не стреляем, если в нас не стреляют первыми. Мы не атакуем их, мы не атакуем. Но если они атакуют нас, если они атакуют корабль, вы должны на это ответить. Вы не позволите какому-то быстрому катеру подойти к судну и расстрелять его. Мы ответим. И мы были успешны.
Я не знаю точное число, но я знаю, что ряд этих быстрых катеров уже были поражены и будут поражаться дальше, если они представляют угрозу нашим силам. Мы будем сбивать дроны, будем сбивать ракеты, но это по своей природе оборонительно, это оборона. Поэтому, если вы слышите истории об атаках и обмене огнем, это не обмен. Мы отвечаем только если по нам стреляют первыми. Это оборонительная операция. Вооруженные силы США разворачивают необходимые средства, чтобы распространить этот оборонительный зонтик на коммерческое судоходство, но не должно быть никаких сомнений, и я уже говорил это оборонительная операция. Я хочу подчеркнуть этот момент. Это важно понять. Если по этим судам не стреляют и по нам не стреляют, мы не стреляем. Но если по нам стреляют, мы ответим. И ответим с смертельной эффективностью. Эти силы уже уничтожили, как я говорил ранее, я думал, что 6, но это 7 иранских быстрых катеров, которые проигнорировали наши предупреждения. И под быстрыми катерами мы имеем в виду, знаете, некоторые из этих вещей выглядят как небольшие прогулочные лодки. Это не военно-морские корабли, но тем не менее они быстро идут на суда, пытаются их окружить, пытаются нанести вред. Мы не позволим этому произойти. Так что 7 из них сейчас лежат на дне моря вместе, кстати, с остальной частью военно-морского флота Ирана. Вот где сегодня их флот. И мы продолжим системно расчищать этот проход через проливы, чтобы восстановить свободу навигации. Высшие люди в этом правительстве, мягко говоря, они, знаете, не в себе, и с этим нужно что-то делать. Это сложно, потому что трудно это обойти в их системе, но важно, чтобы они приняли разумное решение, то, которое правильно для их народа. Президент, наш президент, снова и снова доказывал, что его предпочтение — мир. Но Иран должен принять реальность ситуации и сесть за стол переговоров и принять условия, которые хороши для них, но в конечном итоге хороши для мира. Дипломатический путь, если есть реальный дипломатический путь, я не знаю, будет ли он, но если он есть, и мы продолжаем его изучать, Стив и Джаред работают над этим очень усердно. Если он есть, он может привести их к восстановлению, к процветанию и к стабильности. Но послушайте послание Ирану. Эти люди сталкиваются с реальным катастрофическим разрушением своей экономики, разрушением на поколение вперед экономики, разрушением на поколение вперед богатства своей страны, навязанным ими самими своими действиями. Им стоит остановиться, прежде чем они окончательно разрушат себя тем направлением, в котором они движутся. Госсекретарь США Марко Рубио дал большую пресс-конференцию. Вышел на нее, как на дружескую встречу, с широкой улыбкой. И успел ответить на все насущные и острые вопросы. Например, Рубио отверг формулировку об нефтяной блокаде Кубы. Вашингтон считает нынешнюю ситуацию на Кубе неприемлемой и собирается заняться этим вопросом. Но не прямо сейчас. По Кубе нефтяная блокада Кубы. Никакой нефтяной блокады Кубы как таковой нет. Вот что происходит с Кубой. Куба раньше получала бесплатную нефть из Венесуэлы, им раньше давали кучу бесплатной нефти. Они брали примерно 60% этой нефти и перепродавали ее за наличные. Она даже не шла на пользу людям. Так что единственная блокада, которая произошла, это то, что кубинцы решили. То есть венесуэльцы решили. Мы больше не даем вам бесплатную нефть. И вы можете только представить, в наши дни при таких ценах на нефть никто не раздает бесплатную нефть, тем более провалившемуся режиму. Так что проблема с Кубой хуже. Их экономическая модель не работает. Она не работает. И люди, которые руководят, не могут это исправить. И причина, по которой они не могут это исправить, не только в том, что они коммунисты, этого уже достаточно плохо, но они некомпетентные коммунисты. Единственное, что хуже коммуниста, это некомпетентный коммунист. Так что некомпетентный коммунист управляет этой страной, и они не знают, как это исправить. Они действительно не знают. И у нас в 90 милях от наших берегов несостоявшееся государство, которое к тому же является дружественной территорией для некоторых наших противников. Так что это неприемлемый статус-кво, и мы будем этим заниматься, но не сегодня. Окей. Говорил госсекретарь и об Израиле с Ливаном. Между ливанским правительством и израильским правительством нет проблемы. Израиль не утверждает, что какая-либо земля в Ливане принадлежит ему. И в общем и целом, я думаю, мирное соглашение между Ливаном и Израилем достижимо в ближайшее время и должно быть достижимо. Проблема между Израилем и Ливаном — это не Израиль или Ливан, это Хезболла. И это не новое. Это продолжается очень долгое время. Какова наша надежда? Наша надежда вовлечь ливанское и израильское правительство при нашем посредничестве за стол, чтобы добиться этого. И это означает наличие ливанских вооруженных сил и ливанского правительства не просто с готовностью, а со способностью начать бросать вызов Хезболле и разоружать их, потому что ливанский народ тоже является жертвой Хезболлы. Также Рубио прокомментировал предстоящую поездку в Ватикан. Ведь СМИ уже пишут, что он едет мириться. Нет, я имею в виду, это поездка, которую мы запланировали заранее, и, очевидно, у нас произошло кое-что. Нет, смотрите, с Ватиканом есть о чем поговорить. Приведу один пример. Папа только что вернулся из поездки в Африку, где церковь очень активно растет, и у нас есть общие опасения по поводу религиозной свободы в разных частях мира. Мы хотели бы поговорить с ними об этом. Тема Кубы. Вы знаете, мы дали Кубе $6 миллионов гуманитарной помощи, но, очевидно, они не позволяют нам ее распределять. Мы распределяли ее через церковь. Мы хотели бы делать больше. Мы готовы дать больше гуманитарной помощи Кубе, кстати. Распределять ее через церковь, но кубинский режим должен позволить нам это сделать. Они не позволяют нам давать своему собственному народу больше гуманитарной помощи, а мы готовы делать это через церковь. Так что есть о чем поговорить.
США заявляют, что прекращение огня с Ираном все еще действует, несмотря на перестрелки в Персидском заливе и атаки в районе Ормузского пролива. Так говорит министр обороны Пит Хексет. Любое последующее усилие, если будут обнаружены мины, было бы чем-то, что некоторые из наших подразделений могли бы предпринять или мир мог бы предпринять. Но прямо сейчас мы знаем, что у нас есть коридор безопасного прохода, через который коммерческое судоходство может идти. Нет, прекращение огня не закончилось. В конечном счете это отдельный и особый проект, и мы ожидали, что вначале будет некоторая турбулентность, что и произошло. И мы сказали, что будем защищаться и защищаться агрессивно. И мы абсолютно это сделали. Иран это знает. Дональд Трамп заявил, что у него очень хорошие отношения с председателем КНР Си Цзиньпином перед их встречей в Пекине, которая должна пройти 14-15 мая. Главная тема переговоров, как ожидается, Иран и Ормузский пролив. У меня очень хорошие отношения с председателем Си. Знаете, я считаю его потрясающим парнем, и мы хорошо ладим. И вы видите, как мы работаем. Мы ведем много бизнеса с Китаем, и мы зарабатываем много денег. Мы зарабатываем много денег. Это отличается от того, как было раньше. Но я буду говорить об этом. Это будет одной темой. Но он был очень хорош в этом вопросе. Знаете, справедливости ради, он получает примерно 60% своей нефти из Ормуза. И он был, я думаю, он был очень уважительным. Китай не бросал нам вызов. Они не бросают нам вызов. Он бы этого не сделал. Я не думаю, что он сделал бы это из-за меня. Но я думаю, он был очень уважительным. И мы предложили, знаете, если он хочет отправлять корабли в Соединенные Штаты. Я думаю, одна из больших вещей, которая произошла, я сделал заявление. Отправляйте свои корабли в Техас. Это не намного дальше. Отправляйте свои корабли в Луизиану. Отправляйте свои корабли на Аляску. Аляска на самом деле очень близко ко многим азиатским странам. Люди этого не понимают. Также в повестке дня переговоров будет вопрос Тайваня, уверен госсекретарь США Марко Рубио. Я уверен, что Тайвань будет темой разговора. Он всегда ею является. Как вы знаете, мы понимаем, китайцы понимают нашу позицию по этой теме. Мы понимаем их. И я думаю, что обе стороны, опять же, не забегая вперед относительно того, что произойдет на переговорах. Но я думаю, обе стороны понимают, что ни в чьих интересах не видеть, чтобы что-либо дестабилизирующее произошло в этой части мира. Нам не нужны никакие дестабилизирующие события в отношении Тайваня или где-либо в Индо-Тихоокеанском регионе, и я думаю, что это во взаимной выгоде и Соединенных Штатов, и китайцев. Япония рассматривает быструю передачу Филиппинам эсминцев и самолетов. Об этом заявил министр обороны Японии во время визита в Манилу. Он встретился с министром обороны Филиппин, после чего стороны подписали документы и заявили о расширении оборонного сотрудничества. Речь идет не только о передаче техники. Токио и Манила хотят выстроить целую систему сотрудничества. Обучение, подготовку персонала, обслуживание, поддержку, обмен информацией и координацию операций. Этот шаг происходит после крупнейшего за десятилетия пересмотра японских правил оборонного экспорта. Контекст здесь очевидный. Япония и Филиппины – ключевые союзники США в регионе. Обе страны имеют морские споры с Китаем. Япония в Восточно-Китайском море, Филиппины в Южно-Китайском море. Поэтому передача японской военной техники Маниле – это не просто двусторонняя сделка. Это еще один сигнал в регионе, где напряжение вокруг Китая и спорных морских зон продолжает расти. Мы также подтвердили важность обмена ситуационной осведомленностью между нашими оборонными ведомствами на фоне все более напряженной региональной обстановки. Мы согласились, что обе стороны будут проводить консультации при необходимости, чтобы обеспечить безопасность обеих стран и мир, и стабильность в регионе. В частности, поскольку односторонние попытки изменить статус-кво силой или принуждением продолжают наблюдаться в окружающих водах наших двух стран. Правительство Индии одобрило новую программу кредитных гарантий почти на $2 миллиарда, чтобы поддержать бизнес, пострадавший от кризиса на Ближнем Востоке. Речь прежде всего о малом и среднем бизнесе, а также авиационной отрасли, которые столкнулись с перебоями поставок и ростом издержек на фоне конфликта в регионе. Средства будут предоставляться через банковскую систему, чтобы обеспечить ликвидность и помочь компаниям пережить краткосрочное давление. Власти рассчитывают, что поддержка позволит индийским производителям и экспортерам закрепиться на глобальных рынках, особенно в условиях перестройки цепочек поставок. Индия, как один из крупнейших импортеров нефти, также сталкивается с рисками роста инфляции и замедления экономики. Чтобы решить и устранить давление на авиационный сектор и МСП, вызванное продолжающимся конфликтом в Западной Азии, сегодня была одобрена очень важная схема.
Схема гарантирования чрезвычайной кредитной линии. По сути, это схема кредитных гарантий. И если посмотреть, эта модель появилась во время ковид. И самое важное в ней то, что в этой схеме нет моральных рисков. В Запорожье из-за российского удара погибли 12 человек. Еще около 20 получили ранения. По данным областных властей, по городу были нанесены удары управляемыми авиабомбами. Под огонь попал жилой район, а также объекты инфраструктуры, в том числе автосервис и автомойка. После попаданий начались пожары. Когда на место прибыли спасатели и коммунальные службы, началась вторая волна. Уже с использованием ударных дронов. Из-за этого экстренные службы долгое время не могли безопасно работать на месте. Этот удар происходит на фоне заявления о перемирии. Также российский беспилотник атаковал центр Чернигова. По данным областных властей, удар пришелся по административному зданию в центре города. В результате пострадали как минимум 3 человека. После попадания вспыхнул пожар. Огонь перекинулся и на автомобили рядом. Несколько машин загорелись прямо на улице. В Москве отключили мобильный интернет перед парадом 9 мая. Ограничения ввели на фоне угрозы атак беспилотников. Власти объясняют это мерами безопасности, но для горожан это обернулось серьезными сбоями в повседневной жизни. Москвичи столкнулись с тем, что не работают онлайн-сервисы. Сложно вызвать такси, оплатить покупки или даже купить билет на транспорт. В магазинах и кафе возникли проблемы с оплатой. Терминалы зависали, QR-коды не считывались, а без интернета часть бизнеса просто не могла работать. Проблемы с интернетом фиксировались не только в Москве, но и в других регионах, включая Санкт-Петербург. За последние годы в России усилили контроль над интернетом, ограничивая доступ к ряду сервисов. Да, с утра наблюдались у нас затруднения с интернетом. 90% наших граждан пользуются картами. Это очень усложняет, на самом деле, рабочий процесс. Сейчас, после 12 дня, улучшение. Конечно, если у нас сейчас совсем не будет интернета, нам, к сожалению, придется переходить на наличный расчет. Но, опять-таки, мало кто сейчас пользуется в данное время наличными деньгами. План «Б», да, если, конечно, уже у нас будет пик покупателей без интернета, естественно, мы закроемся. Это 100%. Пока не наладятся проблемы с терминалами, с кассами и прочее, потому что все зависит от интернета. Да, с утра нас достигла такая участь, что не было интернета. Я живу в районе, где плохая транспортная доступность, и мне нужно добираться на электричке до метро. И там вообще не работали терминалы. Невозможно было купить билеты ни по карте, ни по QR-коду. Даже наличные терминалы тоже не принимали. И всего лишь была одна сотрудница, которая оформляла через свои руки билеты. В общем, не успевали люди на электричке, соответственно, нет возможности связаться с семьей. И да, были сложности, в том числе и с учебой. Нельзя было подготовиться к работам, защитам. Вот такие были сегодня проблемы. Сегодня я поняла, что нужно иметь про запас наличные деньги, как минимум вот это хотя бы. А остальное, музыка не так сильно беспокоит, честно говоря, нежели свои финансы в безопасности. Скачивать, стараться, я не знаю, как-то заранее подготавливаться к данным действиям. То есть, иначе никак. Даже касаемо передвижения, то есть, благо еще в метро есть интернет, а с такими перебоями, то есть, я думаю, если будет форс-мажорная ситуация, будет достаточно тяжело и сложно. А касаемо денег, даже если, к примеру, какие-то оплаты, касаемо терминала, то есть, да, еще по карте как-то бывает нормально, но неизвестно, к чему это может прийти, и достаточно тяжело, я считаю. В Москве также сомневаются, что перемирие с Украиной продержится даже несколько дней. На фоне подготовки к празднованию 9 мая, ключевой даты для России, жители столицы по-разному оценивают и безопасность, и перспективы прекращения огня. Президент России объявил 2-дневное перемирие на 8-9 мая. В ответ Украина предложила свою формулу – более раннюю паузу в боевых действиях. Часть москвичей уверена, договоренности не будут соблюдены. Другие надеются, но без уверенности. Третьи вообще считают, что перемирие не нужно. Отдельная тема – безопасность. На фоне угроз ударов беспилотников и недавних ограничений, включая перебои с интернетом, люди по-разному оценивают ситуацию. От полного доверия до явного беспокойства. Безопасность наша, вот пусть наше правительство за это беспокоится. Я не могу ходить, дергаться вот так вот. Вот такое у меня чувство. У меня чувство, что наше правительство и главное руководство не дорабатывает в том, что нас надо защищать. А бегать, ходить, трястись смысла нет. Понимаете, если прилетит оно на меня, то оно прилетит. И я ничего не могу сделать. А вот они могут. К ним просьба.
что бы сделали? В Нью-Йорке прошел Met Gala, один из главных модных вечеров года. Тема этого года – мода – это искусство. На дорожке гости объясняли свои образы как личные способы выражения. Но в этот раз внимание забрали не только наряды. В Нью-Йорке протестующие вышли против миллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса, который стал одним из спонсоров гала-вечера. Вместе с женой он, как сообщается, пожертвовал $10 миллионов и получил статус почетного председателя мероприятия. На фоне красной дорожки активисты устроили свою дорожку сопротивления. Они держали плакаты с надписью «Обложите богатых налогом». Met Gala проходит каждый первый понедельник мая и собирает деньги для Института костюма Метрополитен-музея. Сопредседателями вечера стали Бейонсе, Николь Кидман, Винус Уильямс и Анна Винтур. В 2025 году мероприятие собрало около $31 миллиона. Это был самый большой сбор за 77-летнюю историю Met Gala.